Алекс все для себя решил. Собака, приносившая хороший доход, стала староватой, рассудил он. В каждом помете появляются слабые щенки. Лучше оставить себе молодую самку, а эту... Он посмотрел на Беллу и вздохнул. От этой нужно избавляться. А может, оставишь и Беллу, и молодую замену? Уговаривает его жена, выслушав решение мужа. Нет. Послушай, волки не терпят соперников, протестовал муж. А в ее жилах течет кровь волка. Она разорвет конкурента. Все уговоры жены не подействовали. Белла регулярно приносила потомство, а также была первым помощником Алекса на охоте. Но он был окончательно намерен от нее избавиться. Совсем недавно в очередной раз она ощенилась. Когда-то мать Беллы, овчарка Альма, погуляла с волком. Как это произошло, никто не знал, но с тех пор волчьи гены всегда доминировали в потомстве. Щенки пользовались популярностью, люди платили, не торгуясь. Чтобы купить крошечный комочек безродословной, люди записывались в очередь заранее. Помесь овчарки и волка — особенная порода, имеющая сильные способности. Собаки прекрасно поддаются дрессировке, бесподобны на охоте, а еще они очень преданы. Единожды признав хозяина, никогда не предадут и не подведут его. Рано утром на следующий день хозяин позвал собаку. Та радостно завиляла хвостом и, преданно заглянув Алексу в глаза, уселась у его ног. Обычно в это время они ходили на охоту. Белла выслеживала дичь и поднимала ее с места, охотник тут уже сбивал ее метким выстрелом. Только на этот раз ружья почему-то не было. Непонятно, но собака привыкла безоговорочно доверять своему человеку. Белла бежала рядом с мужчиной, то и дело стараясь потереться об его ноги, выказывая свою любовь и преданность. Однако Алекс не отвечал на ее ласки. Сегодня хозяин был особенно суров и молчалив. Собака чувствовала это. Поэтому, как могла, старалась взбодрить его. В ответ мужчина только злился. Белла была удивлена, что хозяин до сих пор не дал ей команду идти по следу. Ведь они уже достаточно углубились в лесную чащу. Вокруг полно запахов дичи, и она отчетливо понимает, где каждый из них прячется. Только одно его слово и добыча у его ног. Но вместо этого человек подозвал собаку к себе и прицепил веревку к ошейнику. Белла была в растерянности. Мужчина привязал веревку к дереву и сказал: «Белла, сидеть!» Она послушно села, впервые не понимая хозяина. «Что это за игра? Что я должна делать на привязи? Чем я могу ему помочь?» — думала собака, глядя в удаляющуюся спину хозяина. Она нервно перебирала лапками, тихо поскуливая. Беспокоилась. А вдруг она не успеет прийти на помощь? Не сможет оказаться рядом, если хозяину будет угрожать опасность. А в это время Алекс, о котором так волнуется собака, развернувшись, скрылся в лесу. Что это сейчас было? Зачем хозяин оставил меня здесь одну? Летали мысли в голове у собаки. Она и представить себе не могла, что таким варварским способом человек, которого она так любит, решил от нее избавиться. Прошло несколько часов. Бедняга сидела под деревом, упорно дожидаясь своего хозяина в одном положении. Мышцы затекли. Она то и дело вскакивает с места, чтобы размять их, но, вспомнив приказ хозяина, тут же возвращается. Ведь ей приказали ждать, и она ждет. Заморосил редкий дождь, который превратился в сплошной ливень. Крупные холодные капли вперемешку с градом больно били Беллу по голове. Скоро ее густая шерсть полностью промокла. Собака понуро сидит, повесив уши, с которых капает вода. Она преданно ждет того, кто ее бросил. Бросил как ненужную вещь. Ясный весенний день сменился холодной ночью. Белла вдруг поняла, а главное, приняла то, что больше никому не нужна. Она долго и протяжно взвыла, подняв морду. На ее глазах выступили слезы. Она не понимала, за что. Ей стало осень больно, но больно не от летящего с высоты ледяного и холодного града. Боль была внутри. Промокшая собака, свернувшись калачиком, старалась хоть как-то согреться. Утром Белла почувствовала острую резь в желудке, потому что она уже сутки совершенно ничего не ела и не пила. Молочные железы ломило от скопившегося в них молока. Собачка с грустью подумала о своих малышах. Как там они? Пусть они уже достаточно большие, чтобы питаться самостоятельно,
но без материнского молока им непривычно. Она встряхнула головой, сбрасывая брызги и отгоняя от себя мысли о своей прошлой жизни. Теперь у нее нет хозяина, нет дома и нет ничего. Она одна. Наступил новый день и новая жизнь. Жизнь, за которую она готова бороться и драться, несмотря ни на что. Здесь сказалась волчья порода. Белла легким движением челюсти перегрызла удерживающую ее веревку и отправилась выслеживать дичь. Она могла и раньше покинуть это место, но верность человеку не позволяла. Ведь он дал ей приказ. С раннего детства хозяин натаскивал ее на команды отыскивать след зверя, а теперь ей предстоит самостоятельно охотиться, чтобы не погибнуть с голода. Собака сразу поймала полевую мышь и небольшого зайчонка. Это утолило терзающий голод. Теперь она исследовала новую территорию, где ей предстоит жить. Домой она не вернется. Однажды предавшие ее люди навсегда потеряли в ее глазах доверие. Белла перебегала с места на место, обнюхивая лесные участки и стараясь понять, кто здесь является негласным хозяином, чтобы нечаянно не кинуть вызов давно установленному порядку. Она здесь новичок, нарываться на неприятности не стоит. Инстинкты, дремлющие где-то глубоко, быстро проснулись. Вдруг чуткий нос почуял тревожный запах. Белла напряглась. Ошибиться нельзя. Где-то совсем рядом волки. Шерсть на холке поднялась дыбом, она была готова встретиться с грозным противником. Собака не раз сталкивалась в лесу с этими серыми хищниками, один из которых когда-то стал ее отцом. Но кровное родство с ней волки не признали. Угрожающе рычали, сразу давая понять, что если та приблизится, разорвут в клочья. Белла была готова к тому, что сейчас ей придется сразиться за право на жизнь. К запахам лесного зверя примешивались странные звуки. Она осторожно двинулась вперед. Изумленному собачьему взору открылась такая картина. В волчьем логове лежало бездыханное тело волчицы и 3 новорожденных волчонка. Они пищали и жалобно скулили, беспомощно тыкая слепыми мордашками в холодное тело матери. Белла тут же вспомнила своих собственных щенков, оставшихся у хозяина. Сердце защемило от тоски и несправедливости. Она, не раздумывая, кинулась к новорожденным малышам. А те, совсем беспомощные и слабые, обнаружив соски с молоком, тут же вцепились, посчитав ее матерью. Шло время. Белла нашла новое логово для щенков, чтобы не делить его с умершей волчицей. Приемные волчата быстро росли, а заботливая мама учила их навыкам выживания и охоты. Целыми днями она добывала им пропитание, но им требовалось все больше еды. Белла все реже вспоминала свою прошлую жизнь, и все больше волчья сущность, полученная от отца, выходила наружу. Изредка во сне сознание животного выдавало забытые картины из прошлого. Ей снилось, что она опять видит своего хозяина, и, забыв обиду, мчится к нему со всех лап. От этого Белла поскуливала во сне, дергая лапами. Но, очнувшись от видений, видела себя в окружении 3 уже повзрослевших волчат. Сегодня Белла уже несколько часов бродила по тайге в поисках пищи. Ее собственная маленькая, но дружная стая с каждым днем требовала все больше еды. Приходилось расширять зону охоты, так собака пересекла невидимую границу и вошла на чужую территорию. Она это прекрасно осознавала, но иного выхода не было. Либо придется голодать, либо драться за право охотиться в этих местах. Хозяин территории ее обнаружил и скоро объявился. Внезапно ей преградил путь крупный серый волк. Он недружелюбно оскалил клыки, демонстрируя незваной гостье, что ей лучше убраться из его владений. Он не ожидал, что теперь перед ним не дворовая собака Белла, а свирепая лесная хищница, добывающая пропитание для своих детей и готовая ради них сразиться с кем угодно. Моментально шерсть на загривке волка встала дыбом. В памяти Беллы промелькнули десятки схваток, даровавшие ей победу, а вместе с ними и уверенность в собственных силах. Они вцепились друг в друга, но в этот раз все пошло не так. Рядом с ее противником, бросившим ей вызов, появились еще 2 волка. Теперь преимущество явно на стороне хозяев этого леса, и они не собирались отступать. Еще мгновение, и волчья стая накинулась на одинокую собаку. Возникла реальная угроза стать разорванной на части. Как бы отчаянно ни билась в этой схватке Белла,
у нее не было шанса выйти победителем. Схватив серого вожака, она повалила его на землю, пытаясь разорвать тому горло. Но в это же время две безжалостные пасти накинулись на нее сверху. Белла поняла, что сейчас ее жизнь закончится. Но тут на помощь своей приемной матери из леса выскочило трое повзрослевших волков. Это для мамы они оставались детьми, но в действительности вымахали в крепких хищников. Молодые волки сходу сбили напавших на их мать и продолжили их рвать. Вожаку удалось вырваться от раненой Беллы и скрыться в чаще, оставляя на траве капли крови. Остальные его собратья бросились следом, покинув поле боя. Враг был повержен. Мать спасена. Белла была счастлива, что на ее защиту так отчаянно бросились те, в кого она вложила столько любви и заботы. Волки смогли оценить преданность и любовь собаки, отплатив ей благодарностью. Жаль, что людям это оказалось не под силу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.